Здравствуйте, дорогие друзья! С вами руководитель Православного паломнического центра «Россия в красках» в Иерусалиме Павел Платонов. Сегодня в третьей части нашего цикла «Святая Земля и Библия» мы говорим о формировании понятия Святой Земли в Библии от книги Бытия до послания святого апостола Павла к евреям. Места явления Бога людям, определенные события, благодаря которым входило в мир божественное откровение, сформировали в человеческой истории понятие Святой Земли. Прообраз Святой Земли мы встречаем еще в начале книги Бытия, где говорится: «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал». Само местонахождение Эдемского рая современная библейская археология связывает с географическим регионом Междуречия, то есть с местом расположения древних рек, описанных еще в Библии. Это реки Тигр и Ефрат. Когда Адам и Ева были изгнаны из рая вследствие грехопадения людей и неправедной жизни потомков Каина и Авеля, изменения в целом жизни и природе вещей на земле происходит всемирный потоп. И только Ной со своим семейством, взяв с собой животных и птиц, как указал ему Бог, спасается в построенном им специальном ковчеге. И остановился ковчег в 7 месяце, в 17-й день месяца на горах Араратских, повествует нам книга Бытия. Господь обращается к Ною. «Поставлю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли». Человеческой цивилизации дается еще один шанс жить в согласии с Богом. Впоследствии потомки Ноя, Сим, Хам и Иафет, населили всю землю. За то, что Хам увидел наготу отца своего, выпившего вина, опьяневшего и заснувшего нагим, сын его Ханаан был проклят. В соответствии с пророчеством Ноя, потомки 3 его ветвей распределили народы земли после потопа. Сыны Иафета от сих населились острова народов в землях их, каждый по языку своему, по племенам своим, народах своих. Сыны Хама впоследствии рассеялись, и были пределы хананеев от Сидона к Герару до Газы, отсюда к Содому, Гоморе, Адме и Цеваиму до Лаши. Это сыны Хамовы по племенам их, по языкам их, в землях их, в народах их. Сыны Симовы, поселения их были от Меши до Сефара, горы Восточной. Это сыновья Симовы по племенам их, по народам их. Далее книга Бытия повествует о людях, все еще говоривших на одном языке, нашедших равнину в земле Синаар, Южная Вавилония. И сказали они: построим себе город и башню высотой до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. Такое самовозвеличивание человеческого эго было неугодно Богу. Господь смешивает единый язык, на котором говорили все люди на тот момент. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы они не понимали речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле. И они перестраили строить город и башню. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле. Этот единый язык, на котором говорили строители Вавилонской башни, вероятно предположить мог быть древним языком шумерско-аккадской цивилизации, городов-государств Междуречия. Вот они, самые древние клинописные таблички с текстами, датируемыми 3,5 тысячелетием до нашей эры, найдены в городищах Киш
Эль-Ухаймир на территории современного Ирака. Все 3 ветви сынов Ноя рассеялись по всей земле, говоря уже на разных языках. В родословной Сима, родоначальника семитских народов, рождается Фара, живший в стране халдейской, среди языческих народов. Фара – это отец известнейшего библейского персонажа Авраама. Как повествует нам 11 глава книги Бытия, взял Фара Авраама, сына своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю ханаанскую. Но, дойдя до Харана, они остановились там. И было дней жизни Фары в харанской земле 205 лет. И умер Фара в Харане. В книге Иисуса Навина есть возможный ответ на вопрос, почему отец праотца Авраама не смог дойти до Ханаана, будущей земли обетованной. За рекой жили отцы ваши издревле, Фара, отец Авраама, и отец Нахора, и служили иным богам. Вот ответ, потому что служили они другим богам. Идолопоклонство было достаточно распространенным явлением среди древних народов Ближнего Востока, особенно после великого рассеяния строителей Вавилонской башни. Есть предание о том, что, живя среди языческих народов, лишь один Авраам усомнился в истинности их богов. Его сердце было открыто для принятия Бога живого. Он искал Творца, и Творец обратился напрямую к Аврааму. Авраам, сын Фары, стал избранником Божьим для распространения и сохранения истинной веры через его многочисленное потомство для всего человечества. Авраам совершает длинное путешествие по пустынным засушливым местам, уходя сначала из древнего города-государства Ура Халдейского, сначала в Харан, другой город-государство, находящийся на расстоянии 1000 километров от Ура. И там совершилось чудо. Бог напрямую обратился к человеку. «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родственника твоего, и из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты благословение. Я благословляю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земли». И Авраам повинуется. Он оставляет дом своего отца, а значит и тот образ жизни, которым жили его предки. И идет туда, где ему уготована другая судьба. Аврааму было тогда уже 75 лет. И Авраам был 75 лет при выходе из Харана. Получив благословение, Авраам взял с собой бездетную жену Сару, племянника Лота, и все имения, которые они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю ханаанскую. И пришли в землю ханаанскую, населенную различными языческими народами, названия которых неоднократно упоминается в Библии. Это хананеи, хеты, Евусей, Амореи, Арамеи, Халдеи и филистимляне. На иврите плештим, от слова плештим вторгающийся. Населяли они обширные территории с юга от Синайского полуострова до Ливанских гор на севере и на восток, вплоть до реки Иордан. Земля Ханаан – это, собственно говоря, первый образ будущей святой земли. Этимология происхождения слова происходит к проклятому в Библии сыну Хама, Ханаану, упоминаемому в 9 главе книги Бытия, который за грехи отца должен был служить рабом в шатрах Сима. Впоследствии
Общее понятие Ханаан вобрали в себя все языческие племена и народы, заселявшие территорию будущей земли обетованной. На территории Ханаана, на побережье Средиземного моря, добывали красящие вещества из морского моллюска по имени мурекс. Краска эта была на вес золота, она не линяла, не выгорала на солнце. Главными центрами производства краски были города Тир и Сидон. На древнем аккадском языке кна – это краска. Отсюда еще одна возможная этимология – происхождение названия земли Ханаан, или в оригинале Кнан – страна краски. Прибыв в страну Ханаана, Авраам раскинул шатер у Дубравы Море рядом с городом Сихемом. И там снова явился ему Господь и сказал: «Потомству твоему отдам я эту землю». И построил там Авраам жертвенник Богу, и странствовал Авраам, продолжая продвигаться к югу. Сейчас в современном государстве Израиль по 60-му шоссе проходит дорога, которая так и называется – дорога праотцев, которая проходит по точкам библейского и географического пути Авраама. Все передвижения Авраама проходили по одной линии – Сихем, Вифиль, Хеврон, гора Мориа и Версавия. Его сын и внук также пройдут по ней. Проведя некоторое время в Египте из-за голода в Ханаане, Авраам возвращается снова в Вифиль, где ранее он уже построил жертвенник Господа. И он, и его племянник Лот были богаты скотом, и недостаточно им было пастбищ. Между их пастухами постоянно разгорались споры. Чтобы погасить возможный конфликт, праотец Авраам предлагает Лоту выбрать себе земли во владение. Племянник избирает цветущую Иорданскую долину. До истребления Содома и Гоморры земля эта была как сад напоена. Сказано в Бытие: она была как сад Господень, как земля египетская. И избрал себе Лот лучшие, самые плодородные земли. И опять Авраам получает благословение Господня, обещание потомства и земли сей в длину и в ширину ее, ибо тебе я дал ее. И сдвинулся с места Авраам, и пришел к третьему месту своей стоянки у Дубравы Мамры в Хевроне, и построил там жертвенник Господу. Когда у пределов пастбищ Лота, который жил в Содоме, в долине Соленого моря, разгорелась война между местными царями и пришедшими царями из Междуречья, Лот попадает в плен. Авраам узнал о бедственном положении племянника и вооружает своих рабов в числе 318 человек. Преследует и разбивает неприятеля у Дана, северного предела современного государства Израиль, где сейчас обустроен прекрасный национальный природный парк, где берет свое начало река Иордан. Ее название буквально переводится как «спускающаяся с Дана». Когда Авраам возвращался с северных пределов земли Ханаана после победы над вавилонским царем Кедорламером и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел навстречу в долину Шаве, что ныне долина царская, и Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего и благословил его и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли», и дал ему 10-ю часть из всего. Таинственная встреча с царем Салимским Мелхиседеком – одно из самых загадочных мест во всей книге Бытия. Что же исходит из контекста этой сцены?
нам становится известно, что уже тогда, примерно 1800 лет назад, существовал некий город Салим, то есть Шалем на иврите. И по своей этимологии произнесение так похож на будущий Иерушалаим или Иерусалим. И царь праведности также переводится с иврита как Малки-Цедек, то есть был священником Бога Вышнего, вера которого почиталась в этом загадочном городе Салиме. Текст Библии не дает нам подробного объяснения этого сложного места в Библии. Возможное объяснение личности Мелхиседека дается у преподобного Ефрема Сирина в толкованиях книги Бытия, который говорит, что Мелхиседек был Сим, тот самый Сим, сын Ноя. Он по величию своему был царем, как родоначальник 14 племен, но также и первосвященником, потому что по преемству принял священство от отца своего Ноя. Сим жил не только во времена Авраама, как говорит Писание, но даже до Иакова и Исава, сынов Авраамова сына. И опять Господь является Аврааму в видении и говорит: «Не бойся, я щит тебе, награда твоя весьма велика». Какую же награду обещает Бог Аврааму? Многочисленное потомство. Аврааму было тогда более 80 лет. В 86 лет у него появляется первый сын Измаил от служанки Агари, что было обычным по законам тех времен. Когда Аврааму исполнилось 99 лет, Бог меняет его имя, добавив в него еще одну букву, и заключает с ним союз. «Я вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя, и поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их. Завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомках твоих после тебя. И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую, во владение вечное, и буду им Богом». Таким образом, земля ханаанская благословляется Всевышним Аврааму и его потомкам во владение вечное. У Дубравы Мамре происходит явление Бога Аврааму в виде 3 странников. «И явился ему Господь у Дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. И сказал Господь: утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедовал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». В книге Бытия мы встречаемся еще с 2 образами будущей Святой Земли – землей филистимской и землей Мориа. «И жил Авраам в земле филистимской, как странник дни многие». Борьбе еврейского народа с филистимлянами посвящены многие книги Священного Писания. Филистимляне – это вторгшиеся в Ханаан пришельцы, люди моря, древние ближневосточные пираты с острова Крит, Синайского полуострова и Северной Африки. Они проживали в юго-западной части Ханаана, занимая прибрежные равнины на территории от современного Тель-Авива до Газа. Когда Аврааму было 100 лет, а Саре 90 лет от роду, Господь благословил Авраама и Сару рождением сына Исаака. Один из центральных эпизодов Священного Писания по своему значению – это испытание Богом верности Авраама. «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал: Авраам, он сказал: вот я. Бог сказал: возьми сына твоего единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одну из гор». Именно на месте жертвоприношения Авраама царь Соломон строит через века первый храм Богу живому. Ангел Господень, посланный Богом, останавливает Авраама, готового принести в жертву Богу своего сына. Ведь Богу нужна лишь готовность,
Авраам был готов принести в жертву своего единственного сына Исаака. Когда не стало Сары, для ее захоронения Авраам покупает в Ханаане у сынов Хета за 400 сиклей серебра поле и пещеру. И стало поле Ефронова, которое при Махпеле против Мамры, поле и пещера, которая на нем, и все деревья, которые на поле, во всех пределах его вокруг, владением Авраама перед очами сынов Хета. После сего Авраам похоронил Сару, жену свою, в пещере поля Махпеле против Мамры, что ныне Хеврон в земле ханаанской. Далее в ходе библейского повествования мы видим уже Исаака, благословляющего своего сына Иакова, который говорит: «Да даст тебе благословение Авраама, отца моего, тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, которую Бог дал Аврааму». В этом библейском повествовании Святая Земля называется еще землей странствования, как бы предвосхищая события многочисленных скитаний богоизбранного народа, связанных с последующим уходом в Египет, а затем египетским рабством и возвращением в землю обетованную. Здесь будущая Святая Земля называется землей странствования, ведь патриархи постоянно кочуют вместе со своими семьями, стадами и рабами, и нет у них своей земли здесь. Важные места, например, пещеру для захоронения Сары, Авраам покупает за деньги. Они еще не находят постоянного места проживания, а являются лишь странниками, выполняя таким образом завет с Богом. Авраам через особый акт благословения передал сыну своему Исааку завет с Богом. Исаак, в свою очередь, благословил своего сына Иакова. Иаков покидает Версавию, дом деда и отца, и идет на север в Харан, где, по сути дела, впервые в Библии мы встречаем понятие обещанной или обетованной земли. Во время одной из ночевок Иакова увидел он сон с лестницей, уходящей в небо, и ангелами Божьими, поднимающимися и спускающимися по ней. И услышал Иаков слова Господа, стоящего на лестнице: «Я Господь Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака, не бойся. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю и к востоку, и к северу, и к полудню. И благословятся тебе все племена земные. И вот я с тобой, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». И в страхе проснулся Иаков и сказал: «Истинно Господь присутствует на этом месте, а я не знал. Как страшно это место! Это не что иное, как дом Божий, а это врата небесные». Иаков из камня, на котором спал, устроил памятник, возлив на него елей, и назвал это место Вифиль, или в оригинале Бейт-Эль, что означает «дом Божий». Обещанная, обетованная земля достается тому, кто выполняет благословение Божие. Путь патриархов окружали постоянные конфликты, искушения, голод. И только завет с Богом открывал им правильный путь. Ведь Господь все время с народом своим, и в радости, и в горе. Чтобы укрепить их веру, Господь открывает Аврааму, Исааку и Иакову тайну о земле обетованной. Еще один эпизод из жизни Иакова заслуживает внимания в сегодняшней нашей теме. Однажды ночью он во время стоянки боролся с неким человеком и держал его до зари. Перед своим уходом незнакомец, вы уже поняли, что это был Бог Авраама и Исаака, обратился он к Иакову и сказал ему: «Имя твое Иаков, отныне ты не будешь называться Иаковом, но будет имя тебе Израиль». И нарек ему имя Израиль. Имя Израиль в оригинале Исраэль означает «боровшийся с Богом» или «властвующий именем Бога». Становится именем, которое переходит к потомкам Иакова в качестве уже названия всего народа. У Иакова был сын Иосиф, любимый сын старости его. Старшие сыновья Иакова ревновали его к отцу и, сговорившись, продали в рабство Египет. И долго горевал о сыне Иаков,
которого убедили в том, что сына его Иосифа разодрали дикие звери. В Египте спустя годы Иосиф становится главным правителем у фараона. И был Господь с Иосифом. Во время голода в Ханаане и по прошествии многих интересных событий Иаков с сыновьями и их семьями переселяется в Египет. И взяли они скот свой и имущество свое, которое приобрели в земле ханаанской. А потом трепетная встреча совсем старого Иакова и Иосифа. Иосиф долго плакал на плече отца своего. А Иаков сказал: «Могу умереть я теперь, как увидел лицо твое». Увидел, что ты жив. Когда пришло время умереть Иакову, он благословляет своих сыновей и завещает похоронить его с отцами в земле ханаанской, в пещере на поле Ефрона, которое купил Авраам в собственность для погребения. Там похоронили Авраама и Сару, жену его, Исаака и Ребекку, жену его. Там похоронил я Илию. После прошествия дней оплакивания Иосиф с братьями пошли в землю ханаанскую похоронить отца своего в пещере праотцев и вернулись в Египет. Иосиф прожил в Египте до конца своих дней 110 лет и, умирая, завещал своим братьям: «Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову, и вынесите мои кости отсюда». Род Иакова расплодился и стал многочисленным, и наполнилась ими земля египетская. Положение евреев в Египте осложнилось сменой политической власти, и при новом фараоне египтяне с жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам и делали их жизнь горькой и тяжкой. И был приказ фараона всякого новорожденного сына народа Израиля бросать в реку. Брошенный в корзину в реку мальчик из племени Леви был подобран дочерью фараона, и ему было дано имя Моисей, потому что говорила она: «Я из воды вынула его». И воспитывался Моисей в доме фараона. Прошло время. Когда Моисей вырос и женился, в земле Мадиамской на горе Синай происходит с ним вот какой случай. «И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста, и сказал: «Моисей, Моисей». Он сказал: «Вот я, Господи». И сказал Бог: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал ему: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Господь Моисею: «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей, и вести его в землю хорошую, пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хиттеев, амореев, ферзеев, гиргесеев, евеев и иевусеев». Здесь мы видим, как впервые понятие «земли святой» в прямом тексте упоминается в Библии в связи с обращением Всевышнего к Моисею на Синайской горе в Египте. Так в этом моменте образ Святой Земли предстает в контексте райского изобилия, где течет мед и молоко, своеобразный прообраз когда-то потерянного рая в Эдемском саду, откуда были изгнаны первые люди Адам и Ева. Земля является святой и обетованной. Она изобилует медом и молоком, несмотря на то, что все еще населена языческими народами, потомков Хама. И пророку Моисею открывается эта тайна.
Бог является Моисею в терновом кусте и раскрывает тайну познания земли святой. Вместе с этой тайной Всевышний обещает вывести народ из египетского рабства и погибели. Предвосхищение будущей Пасхи, когда поразил Всевышний первенцев египетских и прошел мимо еврейских домов, косяки которых были помазаны кровью жертвенного агнца. Народ Израиля уже не может оставаться в Египте. Он снова уходит в поисках земли святой, земли обетованной. Позже, когда народ после 40-летнего скитания в пустыне наконец-то достиг земли обетованной, в 13 главе книги Иисуса Навина подробно повествуется о разделении этой земли, тогда еще занятой различными языческими народами между племенами, коленами Израиля. У пророка Захарии есть еще одно упоминание о земле святой. Господь возьмет во владение Иуду, своего дела на святой земле, и снова изберет Иерусалим. В Новом Завете, в 7 главе Деяния святых апостолов, цитируются слова из книги Исхода, обращенные к Моисею. «И сказал ему Господь: сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Исходя из всех библейских повествований, как Ветхого, так и Нового Заветов, исходит, что древние патриархи странствовали по земле святой, не имея постоянного пристанища и жилища. Они жили надеждой найти землю обетованную. Святой апостол Павел, рассказывая о глубокой вере праотца Авраама, также упоминает землю обетованную и подытоживает: «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель Бог». На этом я хочу закончить сегодняшнюю беседу. С вами был Павел Платонов. Всего доброго, берегите свое здоровье. До новой встречи через неделю. «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родственника твоего и из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты благословение. Я благословляю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные.